Мысли – форма потребления, паразитизма. 12 мыслеформы нануков. Мыслеформы вызывают к жизни тот или иной опыт. Когда преодолевается мыслеформа, соответственно, изменяется переживаемый опыт. Ибо именно мыслеформа вызывает опыт, или по-другому, создает ситуации в ваших жизненных реалиях. Мы видим многих посвященных, кто считает, что они не причиняют вред, и к своему великому сожалению, все же причиняют его бессознательно. Почему так происходит? Потому что нельзя выразить намерение применительно к другому плану реальности, а лишь к тому, где вы существуете. Однако можно изучить мыслеформы, вызывающие бессознательное причинение вреда, и принять решение их преодолеть, в результате чего прекратится связанное с ними бессознательное причинение вреда. Когда кто-то стремится растворить мыслеформу, он при этом трансмутирует вибрации, на которых эта мыслеформа существует в поле и ауры, чакровой системе, тонких телах и эфирном теле. В конечном итоге, это переходит в физические изменения, в рамках биологического вознесения. Мыслеформа потребления проистекает из мыслеформы недостаточности, неполноценности, нужды или недостатка. В основе мыслеформы потребления лежит стереотип мыслеформы выживания. Страх выживания, нехватки или недостатка, бедности, нищеты, голода и нужды вызывает необходимость в потреблении ресурсов для выживания. А в условиях нехватки ресурсов возникает потребность поглощать ресурсы других существ, по сути, самих существ. Итак, другие становятся ресурсом выживания и паразитизма. Другие существа используются в качестве пищи, их части, или они сами используются, потребляются, поглощаются для поддержания существования, обретения власти, силы, господства и доминирования, а далее, для вознесения на вышестоящие уровни, с целью дальнейшего поглощения ресурсов этого уровня. В данном послании раскрывается понимание того, как анануки способствовали формированию человеческих программ и самовоспроизводящихся мыслеформ, лежащих в основе текущих кармических событий в жизни человека, а также причин болезней среди людей на Земле. В контексте данного изложения, мы призываем наших слушателей избавить себя от привычки осуждения и выражения претензий. Всем нашим слушателям мы поясняем, что информация дается не для поиска и выявления виноватого, с целью указать пальцем на кого-то, но с целью необходимости вскрыть глубочайшие причинно-следственные связи, имеющие наиважнейшее значение в настоящий переходный период времени. Мы помогаем людям, стремящимся к вознесению, полнее раскрыть в себе картину всей человеческой родословной, кармическую первопричину, с целью ее осознания, полного понимания, принятия, преодоления и полной трансформации. Мы вскрываем те мыслеформы, которые несут в себе коды разрушений, причинения вреда, для выведения их из сферы бессознательного, для их полного осознания. Архетипы Инанна, Афродита, Венера, богиня любви. Бессознательная сердечная трансляция. Я хочу обладать материальной, творческой и сексуальной силой, для того, чтобы посредством этих инструментов управлять, доминировать, властвовать, господствовать. Или я подчиняюсь и отвергаю сексуальность, богатство, интеллект, силу и власть. Стереотипы, поглощение, потребление, воровство, грабеж, растрата, использование, израсходование, тирания, доминирование, преобладание, власть, богатство, могущество или слабость, подчинение, послушание, покорность, повиновение, недостаточность,
нищета. Сердечная коммуникация. Я хочу быть сексуальным, манипулировать посредством сексуальности, материального благосостояния, или начитанности, или я отвергаю сексуальность, притягивает много ситуаций и переживания в жизненной реалии человека, транслирующего мысли-форму потребления. Мысли-форма потребления является силой, которая проникает в чужое поле, разрушая его, или фрагментируя, расчленяя на части, которые затем могут быть изъяты из этого поля, и употреблены, использованы, усвоены кем-то другим. Мысли-форма потребления энергетически строится на механизме ударной силы, с целью раскола, расщепления, разрушения и дальнейшего опустошения, с целью выживания, манипулирования, доминирования, преобладания, власти. Мысли-форма потребления есть акт причинения вреда, негативного, деструктивного воздействия, лишения благоволения, которые заключаются в энергетическом воздействии, когда кто-то посылает пучок деструктивной энергии другому, раскалывает его поле, изымает энергию, информацию, и получает ее себе. У аннаноков эта форма потребления была как биологической, так и энергетической. Голографические записи Земли показали, что красная раса энергетически поглощалась ради жизненной энергии, а некоторые жрецы и жрицы красного народа были съедены физически из-за своих знаний. Можно сказать, что в настоящий момент времени человечество представляет собой общество потребления, основанное на дисбалансе энергетических ресурсов в разных странах, скуке, однообразии, механизированном способе существования. Это значит, что в то время, когда в беднейших странах Африки, Азии, Латинской Америки и Карибского бассейна люди голодают, в так называемых развитых странах продукты питания выбрасываются на помойку. Примерно треть купленных продуктов питания выбрасывается в мусор, потому что подошел к концу их срок годности. Питание в городах становится все более синтетическим, химизированным, мертвым, и все более носит характер фастфуда. В своем механизированном способе существования, в замкнутом цикле мыслеформы выживания, на приготовление живой пищи, уже не находится ни сил, ни времени. Стандарты и эталоны привлекательности, мода на худые формы, и в связи с этим, неадекватное питание, ожирение и анорексия. Наиболее очевидным фактом саморазрушения посредством пищевого потребительства является курение, употребление алкоголя, наркотиков, мясной пищи животного происхождения. Употребление мясной пищи изначально не было свойственно человеческой расе. Когда мыслеформа потребления распространилась среди человечества, возникла потребность в употреблении плоти. Это произошло, когда на заключительном этапе войн между Иннан и Мердуком пышная растительность выгорела в ядерном уничтожении. В то время, чтобы выжить, люди были вынуждены начать есть плоть. Однако при подъеме текущей цивилизации, они настолько привыкли к этому, что не отказались от поедания мяса убиенных существ, даже после появления источника овощей и фруктов. Особенно это касается людей, родственных расе рабов. Употребление мертвой плоти – результат падения сознания, вследствие ядерных взрывов. Мыслеформа потребления обладает специфической низкочастотной вибрацией, порождающей туман, специфической особенностью которого являются тусклые, грязные желто-зеленые оттенки, и особый, резкий, неприятный запах. Из проведенного ТАО исследования выяснилось, что 90% смога, загрязнения воздуха в городах, происходит из-за человеческой мыслеформы потребления, и только 10% вследствие использования ископаемого топлива.
Такое загрязнение проблематично для живущих в городах восходящих людей. Ибо городская мыслеформа потребления изнашивает, поглощает, истребляет, или другими словами, раздирает энергетическое поле до той точки, где вознесение может становиться неимоверно трудным процессом, или может стать весьма болезненным. Мыслеформа потребления связаны не только с пищевым, но и сексуальным поведением, по сути, материальным, информационным, генетическим, энергетическим поглощением. В истории Нанук, Иннана и все семейство пришли на Землю с миссией потребления, разграбления ресурсов Земли, с санкцией Сириуса, для того, чтобы с их помощью поддерживать жизнь их родной звездной системы в Плеядах. Голографически, Иннана была смешана с голограммой Бога, богини любви красного народа, производя тем самым рабскую голограмму, известную как Эрос, бог соблазнения. Соблазн и искушение – главный метод, который представители данного первичного характера используют для удержания своей власти. В практике своих дел Иннана славилась своей энергией соблазнения. Нередко Зевс просил Иннану соблазнить и заняться сексом с тем, кого он был не в силах уговорить пойти на выгодную сделку в Плеядах. Последствия, соответственно, приводили к подписанию необходимого договора. Временами люди данного характера используют свою внешность, обаяние, привлекательность, сексуальность, чтобы соблазнить, очаровать, заманить или отвлечь, а иногда одного только присутствия преобладающей вокруг них сексуальной энергии достаточно, чтобы направлять ситуацию в необходимое для них русло. Зевс и Иннана были чрезвычайно сексуальными особами и максимально использовали сексуальную энергию для своего доминирования в семье Нанук, восстановления и продления жизни. Но дело обстояло не так для других членов семейства Ану, которые продлевали свои жизни способом употребления крови рабов. Иннана и Зевс занимались с рабами необузданным сексом. Одним из известных любовников Иннаны был Давид, который был ребенком женщины-рабыни, от голограмм Пана и Зевса. Он был красивым мужчиной и отвечал всем запросам Иннаны, как будто бы и сам был Ану. Но, увы, после своего 300-го дня рождения, у Давида стали проявляться признаки старения, и спустя некоторое время, он стал очень сердит и ожесточен на Иннану из-за своей неспособности достичь бессмертия. В конечном счете, Иннана и потомок Давида, его дочь, оплакивали смерть отца, чуть ли не сходя по нему с ума. За всю свою жизнь Иннана выходила замуж 800 раз, и каждая ее свадьба происходила с особым мужчиной-рабом. Каждый раз свадебный ритуал был более продуманным, чем предыдущий. Вообще говоря, желание совершенствования свадеб целиком связано с архетипом Иннаны. Каждую неделю, наибольшую часть своего времени, Иннана проводила в занятиях сексом, или обучая рабов сексуальным техникам, или в качестве развлечения, наблюдая всевозможные оргии рабов. Это продолжалось вплоть до того времени, когда зачатие рабов стало выходить из-под контроля, что происходило вследствие манипуляции ложных красных и белых богов с женскими циклами воспроизводства. В результате, Ану стали осуждать секс, ограничив его для всех, кроме самих себя, или рабов, которые были женаты. Когда жизнь Иннаны перевалила за 10 тысяч лет, она периодически стала впадать в большую невменяемость, которая только нарастала. Со временем, и в результате непрерывного вывоза с Земли золота и минералов, которые отправляли в Плеяды, происходило быстрое и радикальное понижение частот вибрации Земли. Иннана должна была возвратиться домой, но она оказалась столь вовлеченной в земную реальность,
что подобная мысль не приходила ей в голову, и со временем даже любовники и мужья не могли ее как следует удовлетворить. Люди, выражающие первичные характеры иннаны, находятся в постоянном сексуальном азарте, перебирании партнеров, или постоянном поиске совершенного возлюбленного. Они вступают в следующие одно за другим отношения, и если находятся в браке, то имеют склонность ко многим внебрачным связям. Как правило, им никогда не бывает достаточно одного постоянного партнера, и отношения, которые могут быть счастливыми в начале, будут в конечном счете приобретать мрачный оттенок и угасать. А затем, представители этого первичного характера разрывают союз и идут дальше, к следующему потенциальному завоеванию. Обычно они вершат в своей жизни многократные браки, которые скрупулезно обыгрываются и дорогостоящие, так, как если бы это было нечто единственное и неповторимое в жизни. Такие люди имеют одну связь за другой, и больше всего наслаждаются романом в его начальной стадии. Как только роман заканчивается, так же заканчиваются и отношения, и он идет к следующему покорению. Потребительский формат отношений – ради получения удовольствия, или ради того, чтобы высвободить негатив партнера, засоряя эфирное тело сущностями негативного проявления, дает эффект полного энергетического опустошения. Особенно, это касается секса без любви, а если еще в сопровождении наркотиков и алкоголя, то это еще и приглашение в свое энергетическое поле разрушительных паразитических сущностей. Для восполнения энергии обоих партнеров, желание заняться сексом должно быть обоюдным, и только при условии взаимной любви. В процессе сексуального контакта осуществляется раскрытие энергетических центров и каналов, служащих каналами соединения с тонкими мирами. При раскрытии магистрали второй чакры, во время оргазма низковибрационного вожделения, человек получает особые низкочастотные ощущения, и чем больше он себя распускает в фантазиях деструктивного направления, тем больше происходит выплеск энергии темного спектра, привлекающих деструктивных паразитических сущностей. При этом, тонкие тела этого человека тоже расширяются, и чем больше он получает удовольствия от вожделения, чем извращеннее фантазии, особенно в их физическом проявлении, тем больше он проводит эти энергии в свое энергетическое поле, и также заземляет этих сущностей через свою физическую форму. Такие люди, кто руководствуется удовлетворением своих инстинктивных сексуальных потребностей, как правило, находятся в фантазиях и механизированном состоянии сознания, не понимая, что подобные деструктивные проявления являются разрушительными программами. Эти вирусные программы с легкостью могут заражать сознание, и при этом размножаются в большом количестве. Одна такая программа, путем своей инсталляции в поле человека, может принести в проявление, путем своего размножения и создания своих копий, до 1000 себе подобных. И чем более человек находится в невежественном, бессознательном состоянии, тем благоприятнее среда размножения. Такая программа распространяется не только путем физического контакта, но и посредством совместного распития алкогольных напитков, приема наркотических средств, просмотра порнографических фильмов и изображений. Поэтому в вашем отрезке времени сейчас инсталируется много таких вирусов. Многих посвященных интересует энергетическая составляющая орального или анального секса. Оральный секс в момент оргазма заполняет творческий энергетический центр низкочастотными вибрациями и блокирует его. Анальный секс служит инструментом создания каналов перекачки жизненной энергии в низкочастотные энергетические миры. Здесь следует отметить, что секс с невосходящими партнерами, происходит ли он на физическом или нефизическом плане, более чем вероятно приведет к потере энергии,
и генетических записей, из-за неравноценного обмена энергией. Посвященным следует понимать, что беспорядочные сексуальные связи служат инструментом разбазаривания, расхищения, растраты жизненной силы, а в случае применения различных извращенных форм сексуального поведения, до полного энергетического опустошения. Дорогие, важно сказать следующее. Женское начало, женщина, является инструментом заземления высших духовных энергий, и основной поток духовной энергии приходит именно через ваше женское начало. Эти ключи для мужчины могут быть проводником, ведущим как в рай, миры созидательных творений, так и в ад, миры разрушительных творений. Если же женщина имеет конструктивное направление развития, внимательно относится к своим сексуальным связям и чистоте своего энергетического поля, то через нее партнер в мужском воплощении прикасается к истоку божественного. Поэтому моногамные отношения раскрывают больше граней божественной проявленности, при этом нередко достигая высокого уровня заряда энергии, космического оргазма, тем самым попадая на уровни 4-го, 5-го, 6-го измерения и в состояние полного единства. Это можно достичь только при полном, абсолютном доверии, любви и раскрытии партнеров друг другу. Мужчина нуждается в высших духовных энергиях, и поэтому часто является своего рода потребителем. И есть такие, кто от собственной опустошенности пытается восполнить свою жизненную энергию путем ее количественного, а не качественного потребления. В тот момент, когда это происходит посредством насилия, происходит энергетический удар, разбалансировка в тонких конструкциях женского тела и разрыв в тонких телах. Данные энергетические разрывы служат источниками потребления жизненной силы человека, подвергнувшегося насилию, где потребителями такой энергии становится как непосредственно насильник. Но наибольшая доля переходит к паразитическим, разрушительным сущностям тонкого плана, которые в итоге полностью пожирают энергию, что в дальнейшем ведет к падению сознания и погружению в диапазон низких вибраций, а далее к болезням, безумию, одержимости деструктивными сущностями и смерти. Проявление любви в физических отношениях, что у людей называется сексом, является таинством, магией. Таким образом, древние предки красного народа призывали дождь в засушливый период путем проведения тантрических ритуалов через божественный союз мужского и женского начал посредством слияния партнеров в сексе. Чем более сознательно подходит к этому пара, в особенности женщина, тем эффективнее это проявлено. Женщина – это жрица, библиотека и хранительница всех ключей к высшим духовным энергиям, и чем глубже и многограннее ее внутренний мир, тем более чистым проводником она является, обретая уровень богини. Необходимо четко понимать, что древние ритуалы тантрической магии работают как в конструктивном, так и в деструктивном направлении. Секс, в полном его проявлении, является энергетическим инструментом, и этот инструмент можно использовать как для созидания, так и для разрушения. Так дело обстоит с любыми технологиями. Технологии можно использовать в качестве инструмента причинения вреда, разрушения, опустошения, или наоборот, в аспекте созидания. Вся суть в том, в чьих руках находятся эти инструменты, и так как человечество продолжает пребывать в бессознательном состоянии многочисленных, самовоспроизводящихся, разрушительных мыслеформ, то в таких руках эти инструменты могут представлять собой средства причинения вреда. В любом случае, в основе страха сексуальной близости и страха новых технологий лежит страх причинения вреда. И этот страх, носителем которого является человечество, проявлен на глубинном генетическом уровне и несет в себе корень, глубоко уходящий в историю человечества.
и даже выходящий за ее пределы. Факт причинения вреда – это факт истории и глубочайшего опыта боли и страданий всего человечества, всех предков и всех ныне живущих, понимающих, как технологии высокоразвитых цивилизаций были применены во вред всему человечеству и Матери Земле. Кто и почему лишил человечества огня, любви и божественного союза? Для того, чтобы гарантировать отсутствие эволюции на Земле и в нашей Солнечной системе, гуманоиды системы Альдерион, Сириуса, Ориона, Андромеды и Плеяд лишили человечества огня Кундалини, божественного союза, и ограничили вибрации с целью ограничения эволюции человечества. Ими были применены технологии генной манипуляции по отношению к человечеству, путем внедрения в ДНК человека разрушительных манипуляций, сдерживающих, ограничивающих эволюцию человечества, а также произведены деструктивные манипуляции с тонкими телами, чакрами, элементами природы и сакральной геометрией Матери Земли. В реалиях, где вследствие утраты элемента огня отсутствует любовь, поддерживается коммуникация и потребление ненависти, яда и недостатка, наряду с беспомощностью. Такого рода мыслеформы – результат удаленных с Земли любви и огня. И все, что после этого остается как мыслеформа, является нелюбовью. Антиподом любви является злоба и ненависть. Мыслеформа нелюбви велит элементам искажать, убивать жизнь, разрывать, расчленять эфирное тело и клеточную структуру, вместо того, чтобы скреплять и удерживать их в единстве. Такого рода мыслеформы создают болезнь, психические расстройства, распад и смерть. Мыслеформа потребления стала краеугольным камнем и красной линией поведения человечества, при помощи которого в настоящее время деструктивные силы смогли весьма эффективно воспрепятствовать вознесению человечества. Человечество было лишено огня и благоволения на любовь и божественный союз. А там, где нет любви, есть лишь реалии разделения, ненависти, смерти, боли и страданий. Для любого человека такое лишение делает невозможным поднять свою вибрацию выше определенной октавы, до тех пор, пока это лишение действует. Оно действует, пока человек не проявит в своем сознании определенный уровень посвящения, осознания. Отсутствие огня и любви среди людей служит причиной того, что человек живет с ощущением холода или не имеет достаточной энергии, чтобы соответственно функционировать, или обеспечить достаточные условия оживления клеток в ходе восхождения. Форма склонна к ощущению прохлады. Люди, функционирующие слишком малым огнем, нагоняют вес в форме жира. Для того, чтобы удерживать вибрацию для жизни, используя жир, вместо того, чтобы жить с достаточным количеством внутреннего огня и подпитывать структуру энергией. Люди, лишенные огня, имеют склонность бессознательно брать на себя боль, гнев и страх других людей, и хранить эти вибрации в чрезмерном жире своего тела. Отсутствие огня сильно расширяет межклеточное биологическое пространство. При этом присутствует тенденция испытывать недостаток энергии, которая должна перемещаться по энергетической решетке формы. Таким образом, человек склонен вырабатывать больше слизистой субстанции, чем в системе, управляемой большим количеством огня. Слизь покрывает клетки нарастающим слоем, что приводит к онкологии. Поэтому онкология является настоящим бичом боли и страданий человечества, кнутом, перед которым в страхе все человечество живет на коленях. Паразитизм, использование и господство связаны между собой, но это не совсем одно и то же. Использование
результат господства, поскольку, когда один держит другого в своих руках, последний уподобляется собственности и может использоваться. Во времена владычества нануков над рабами, рабы были их собственностью и разводились для использования на рудниках, войнах, для развлечений. В связи с этой кармой, современная мысль и форма использования сохраняется в жизни людей на Земле. Использование схоже с проституцией. Проституция – вещь интересная. Мужчины и женщины хотят секса и часто не могут найти партнера для удовлетворения своих желаний. Те, кто хочет продавать свои услуги, делая это, удовлетворяют сексуальные желания и фантазии. Религии и законы некоторых государств ставят подобные услуги вне человеческой этики. Но, точно таким же образом, многие в современной жизни торгуют собой подобным же способом, но не считают это незаконным. Торговать собственной кровью и собственными органами – это законно. Многие торгуют собой ради денег, часами выполняя работу, которую ненавидят, для того, чтобы выживать, для поддержания семьи и оплаты жилья. Поверьте, очень многие люди занимаются проституцией, присмыкаясь и подчиняясь начальнику, и замалчивая правду. Многие занимаются проституцией, боготворя модного актера или актрису, блогеров, звезд телешоу, миллионера, гуру или духовного пастыря, тем самым ища свою истину вне себя. Проституция есть проституция, легальна она или нет, в рамках вашего современного закона. Любая проституция основана на использовании. Разве не рабы, использовавшиеся для секса, создали вашу сексуальную проституцию в настоящее время? Разве не рабы, умиравшие от работы в шахтах, породили вашу нынешнюю проституцию в сфере труда? Человек занимается проституцией всякий раз, когда ему, возлюбленные, не удается следовать своей истине, и этим он дает другим возможность использовать себя. Использование рассматривает людей в качестве собственности. Не потому ли, что проститутка является собственностью, ее может использовать клиент или сутенер? Не потому ли, что служащий является собственностью работодателя, тот может его использовать? Не потому ли, что жена, ребенок, муж являются собственностью супруга, родителя, они могут использовать один другого? Не потому ли, что преданный ученик является собственностью гуру, тот имеет возможность его использовать? Использование, паразитизм, лежит в основе вашей цивилизации. Многие считают это неправдой, настолько густы завесы иллюзии. Они заставляют человека верить, что использование – это любовь. Использование – не любовь. Потому, что лишено истинной свободы. В базирующейся на использовании парадигме, любовь строится на обладании, а последнее не есть любовь. В современной парадигме любовь не проявляется как приятие, скорее, она наполнена условиями, договорами, контрактами, соглашениями, сделками, правилами, требованиями, обязательствами, которым каждый должен следовать и соответствовать, или быть отвергнутым, выброшенным, или того хуже, уничтоженным, распятым или убитым. Если человек желает воздерживаться, транслируя внутреннюю коммуникацию «я отклоняю сексуальность», то сексуальные отношения переходят на план основ, или в бессознательное, где многочисленные любовные связи могут происходить во время сна. Можно даже проснуться утром и вспомнить сновидение, в котором имела место сексуальная игра. В этом случае, сексуальная энергия может также утрачиваться, или захватываться другими, и нередко бывает, что бессознательные шнуры с теми,
кто вещает данную сердечную коммуникацию, становится причиной подключения энергетических шнуров к сердечной или тазовой области и выкачивания оттуда жизненной энергии. Вполне возможно, что восходящие люди, в особенности женщины, страдающие от гинекологических болезней или непрекращающегося синдрома хронической усталости, передают именно это сообщение, изо дня в день побуждающие других людей к бессознательному захвату и откачке их сексуальной энергии или жизненных сил. Неприятие, отвержение сексуальности переносит ее в бессознательный план и вводит человека на физическом плане в состояние нереализованности, неполноценности, нецелостности. Такая несостоятельность является следствием нежелания человека работать со своими эмоциональными ранами, идентификациями, привязками и социальными личностными ролями. Информационное потребительство, книги, образование, университеты, духовные учителя, гуру, паломничество в разные места с целью поглазеть, не приводят человека к вознесению, оставляют человека пребывать в фантазиях и стереотипах пространства маятников дуальности, поскольку все эти знания остаются за пределами вашего внутреннего пространства, за пределами непосредственно вашего жизненного опыта и вашей уникальной истины. Поскольку польза для вашего вознесения лежит в плоскости ваших переживаний, осознаний, непосредственно вашего жизненного опыта, то имеет значение только то, что вами было пережито, прочувствовано, проявлено и осознанно реализовано. Если в вашей реальности присутствует гуру, психолог, целитель, учитель, спаситель, вы можете задаться вопросом и рассмотреть, почему вы посвятили себя этому. Человек обращается к Спасителю, чтобы он позаботился о нем, ибо он считает себя неосведомленным, неспособным, слабым, нуждающимся и не обладающим собственной силой, никакой энергией, чтобы творить свою реальность и себя. Человек ищет много способов, чтобы кто-то позаботился о нем: гуру, психолог, целитель, учитель, спаситель, друг, брат, инопланетянин, бог, родитель, и список очень широк. Гуру не был бы гуру, пастух не был бы пастухом, если бы не было овец. Такое возможно только тогда, когда вы ранены, эмоционально травмированы и потеряли части себя, своей силы и энергии, когда испытываете влечение к определенным лидерам, чтобы обеспечить им водительство, энергию, силу, власть, где сами чувствуете, что имеете совсем немного или совсем ничего. Такое размещение кого-то конкретно на пьедестал всегда оставляет рядом находящегося человека чувствовать себя недостаточным или недостойным того, чтобы быть с гуру на равных. Это есть не что иное, как мысли-форма потребления, основанная на передаче своей энергии и силы кому-то другому, что подобно добровольному вручению кому-то другому в руки топора, для того, чтобы он расколол вас на части. Ученики и последователи надеются, что когда-нибудь будут столь же хороши, как гуру, но где-то в глубинах своего естества они знают, что этого никогда не произойдет, потому что никакие два человека никогда не могут делать одно и то же, и к тому же, одинаково. Каждый человек обладает своей собственной харизмой, своей собственной истинной силой. У каждого есть свои собственные задачи и инструменты их реализации, своя собственная способность к их осуществлению, и когда вы возвращаете себе и восстанавливаете свою собственную силу, энергию, вы можете создавать свой уникальный путь самовыражения, без потребности сравнивать себя с другими, преклоняться перед кем бы то ни было. Это будет тем временем, когда сможет проявиться истинная радость, осуществление и самовыражение, ибо человек выражает свою уникальную истину своим собственным уникальным способом. Вред
искажающее энергетическое поле, осуществляется с помощью стереотипа потребления. При вознесении, поле человека увеличивается в размере. Все больше и больше информации, размер решетки и число душ требуется для сопровождения и поддержания такого поля. Многие слышали о концепции энергоинформационного брокерства. В вашей современной трехмерной мыслеформе, такие индивиды были бы связаны с передачей информации от одной организации к другой. Многие могут не осознавать, что такое обмен, и торговля происходит энергетически, и существуют сущности, чья деятельность целиком посвящена краже энергии, информации, записи акаши, энергетических решеток, чакры тонких тел, и продаже всего этого другим частям вашего творения. Так как спрос рождает предложение, а спрос на информацию и инструменты вознесения сейчас очень велик во всех уголках вашего творения. Во время контакта с таким человеком, являющимся носителем функции энергоинформационного брокерства, могут быть украдены целые порции энергетического поля, искажая его таким образом, что наносится значительный вред. Утрата энергоинформации вызывает снижение вибрации поля. Если откачивание происходит достаточно быстро и в большом объеме, форма может заболеть или может быть убита. Не все брокеры интересуются всеми частями поля, и некоторые крадут только один тип записей. Некоторые будут воровать все, что только смогут, и это, вероятно, наиболее вредоносный тип торговцев энергоинформацией, так как они могут нанести большой ущерб энергетическому полю. Таких существ, находящихся в настоящее время в воплощении, очень много, вы даже не можете представить, насколько много. По этой причине, мы доносим эту информацию до сознания посвящаемых всей планеты, чтобы они знали об этой проблеме, и постоянно удерживали свои границы, информацию, запись акаши, свою вибрацию и свое поле, путем сознательного удержания границ. Большинство идущих по духовному пути никогда сознательно не пожелают вреда кому-либо или чему-либо на земле. Такова природа тех, кто стремится к духовной эволюции в данной жизни. Тот факт, что кто-то не причиняет вред физически, одновременно означает, что он причиняет вред бессознательно. В этом суть крайней полярности. И поэтому мы всегда утверждали, что во время вознесения полярность преодолевается. Это происходит, когда внутренне интегрируются два противоположных полюса. Следовательно, необходимо понять, каким образом вы участвуете в этих бессознательных стереотипах, и каким образом они проявляются в вашей реальности, чтобы лучше усвоить духовные уроки подобного творения и эволюционно подняться над ними. Преодолевая мыслеформу потребления, использования, люди будут испытывать гнев. Они будут подавлены, разгневаны тем, как продавались, и как продаются, каким способом их использовали, и каким способом используются. Они будут разгневаны на тех, кто это делал. Вполне возможно, что когда человечество будет преодолевать использование, будут происходить демонстрации протеста против всех форм использования, потребления или проституции, независимо от их характера. Мы видим это как часть человеческого будущего. Когда посвящаемый чувствует свой собственный гнев, он способен определить допустимые границы для любого, с кем вступает в контакт, так, чтобы его гнев не нес разрушения как для него самого, так и для окружающих. Для того, чтобы справиться с этим, нужно это полностью осознать. И если ваше намерение – освободиться от стереотипа программ мыслеформы потребления, необходим внутренний анализ и самоконтроль. Так что,
до тех пор, пока не произойдет полная интеграция всех бессознательных планов посвящаемого. Такая эмоция, как гнев, может быть оправданным инструментом поддержания суверенных границ каждого посвящаемого. Сущность закона непричинения вреда себе и всему, что есть, подразумевает полное прекращение всех искажений, насилия и агрессии в отношении как самого себя, так и в отношении других. Способность очерчивать и поддерживать допустимые границы суверенности каждого человеческого существа является неотъемлемой частью принципа непричинения вреда. Мысли форма потребления, власти и влияния служат причиной того, что кто-то бессознательно разрушает, раскалывает поле другого, чтобы энергетически сделать его меньше себя. Такое искажение, раздробление, порождает раскол души, в чем кроется причина многих падений вибраций Земли и падений человечества. Поэтому мысли форма потребления, власти, господства и влияния являются мыслеформой, причиняющей как сознательный, так и бессознательный вред. Когда сфера потребления сужается, уходит весь связанный с ней вред со всех планов реальности. Для этого требуется сознательное устремление. В настоящее время глобального перехода всем возносящимся людям необходимо преодолеть карму, связанную с мыслеформой потребления, приняв ее как часть своей древней наследственности. Как преодолевается мыслеформа потребления? Простым устремлением сделать это, реализовать, осуществить. Устремление представляет собой акт волеизъявления, при котором вы, будучи Творцом, Богом, богиней в человеческой форме, просто утверждаете: «Я намерен высвободить, преодолеть, манифестировать то-то и то-то». Манифестация – схождение на физический план всех ситуаций и событий, сформированных на тонких планах. Поскольку вы являетесь Богом, богиней в человеческой форме, ваши мысли создают вашу реальность, и акт сознательного устремления своим следствием имеет реализацию желаемого результата. Природа падения сознания такова, что вознесение становится возможным только при сознательном намерении. С преодолением мыслеформы потребления, разрушения, саморазрушения, вознесение дается посвящаемому намного легче. Мы предлагаем реализовать в своей жизни сердечную коммуникацию «Я есть величие» и жизненная сила, и я выражаю намерение к свободе. Предлагаемая сердечная коммуникация «Я есть величие» и жизненная сила инициирует вхождение в состояние почитания, уважения к себе и всему, что существует, и воплощает постоянное изобилие энергии и щедрости, для того, чтобы осуществлять грезу и вознесение. К тому же она не склоняет других людей к реалиям бессознательного обмена энергией. Эта сердечная коммуникация приравнивается к достатку, чтобы возноситься, и изобилию, прежде всего изобилию энергии, чтобы манифестировать грезы или осуществлять свою цель. Сердечная коммуникация намерения к свободе дает возможность посвященным высвобождать липкие шнуры привычек, привязок и привязанностей, сформированных между сторонами, неравноценно обменивающимися энергией, позволяя реализовать в своих жизненных реалиях великую свободу. Выразите намерение возвратить себе всю изъятую кем бы то ни было, утраченную вами энергию, силу, и верните чужую энергию, ее истинным владельцам. В связи с этим, мы также советуем инициировать в своем энергетическом поле символы необусловленная любовь, сострадание, почитание, изобилие, процветание, необусловленная сила, энергия, свобода, необусловленное водительство, управление и необусловленная компетенция.
что приводит к вскрытию блоков информации древней памяти, хранящейся в ДНК клеток биологического тела. И как только растворяются блоки, вскрывается информация прошлых воплощений. Это могут быть как ваши собственные воплощения, так и воплощения ваших предков. Могут нахлынуть сильные эмоциональные переживания. Когда растворяются блоки, и высвобождается все, что до этого было травмировано, становится возможным и исцеление, и вознесение. Мы просим всех наших слушателей проанализировать и осознать, на чем основаны ваши потребности. На привычках, страхах и стереотипах, или же на насущной жизненной необходимости. Проанализируйте, чем обусловлены ваши накопительства материальных благ, запасов бытовой техники, гаджетов, продуктов питания, коллекционирования домов, автомобилей, книг, сексуальных партнеров. Проанализируйте, на чем основана ваша привычка к обустройству квартир, дач и домов, обрастанию залежами бесполезных предметов, беспрерывной смены одного предмета на другой. Потребности возносящихся должны быть продиктованы внутренним вектором развития, и прежде всего необходимостью вашего вознесения, включая жизненно важную биологическую необходимость. Если ваши потребности продиктованы вашими бессознательными привычками, рекламой, трендами, массовым сознанием, и обусловлены вектором внешнего управления, препятствующим вашему вознесению, то это является фактом причинения вреда себе, всему человечеству, Матери Земле и всем видам жизни на Земле. Земля – сознательное существо, а не вещь, которую употребляют. И все люди – сознательные существа, и не должны быть кем-то употреблены, разворованы, разграблены, будучи у кого-то в рабстве, под властью. Уважая себя и почитая других, человек распоряжается только своим жизненным проявлением, только своей истиной и эволюцией в качестве представителя человеческого вида. Вмещая в ходе вознесения парадигму единства, люди вновь вспомнят, как жить в равенстве, почитании, уважении друг с другом и со всеми видами жизни на Земле. Для того, чтобы возносящийся человек вместил единство, он должен прекратить бессознательное разрушение, саморазрушение, путем поглощения энергетических ресурсов других существ, и особенно природных ресурсов Земли. Человек должен осознать и прекратить разрушительное поглощение планетарных ресурсов, топлива, минералов, воды и древесины. Поняв, что Земля принадлежит Земле, как сознательному существу, человек избавится от желания контролировать и обладать Землей через собственность на нее. Мы предвидим, что когда все люди преодолеют потребительство в ходе вознесения, будущие лидеры и правители в человеческой форме поставят владение и разрушительное потребление природных и человеческих ресурсов вне закона. На основе такой мыслеформы вознесения будут поставлены вне закона грубые обращения, загрязнения и причинение Земле и всем видам жизни на Земле вреда в любой форме. Превосходя мыслеформу основ потребления, Земля, человек и все виды жизни на ней перестанут быть потребляемыми или разворованными. При этом Земля и все человечество выйдет из реалий бессознательного вреда, который изводил всю Землю. Мы надеемся, что эта информация была полезной для вашего индивидуального пути вознесения. Каждый может использовать эту информацию, насколько она резонирует с вами. Благодарим всех и благословляем вас.